Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами продолжим и завершим нашу серию по моим самым необходимым цветам для портрета. И сегодня мы поговорим с вами про черные, а точнее про цвета, которыми я создаю глубокие тени в работах. Если вам интересны подобного рода видео, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Прежде всего хочу обозначить главные принципы, по которым я работаю в глубоких тенях и почему в моей палитре практически нет чистых черных. Естественно, мы понимаем, что во многих оттенках, которые имитируют черный, очень часто в составе есть черный пигмент, но именно чисто черные цвета с обозначением ПБК, то есть там с разной нумерацией в пигменте, я не использую. Не использую я по той причине, что акварель имеет свойство при высыхании немножко терять свою интенсивность и насыщенность цвета, независимо от того, на какой бумаге вы работаете. Плюс большая часть хлопковых бумаг действительно съедает цвет, поскольку хлопковое волокно позволяет акварели проникать глубже в волокна и, соответственно, оседает там. Таким образом, оставляя за вами право работать в различных слоях, не травмируя нижние слои, то есть не травмируя предыдущие, но в то же время как раз вынуждает вас работать более глубоким и более насыщенным цветом заранее. Именно поэтому иногда у новичков происходит такая ситуация, что они вроде бы берут насыщенный цвет, как им кажется, но после того, как они его наносят на бумагу, он проседает и плюс еще и жухнет после высыхания. Очень часто в такой ситуации что мы делаем? Мы сразу думаем, логично, цвет провалился, значит надо его наслаивать. Но если с черными, да, с глубокими цветами, которые как бы похожи на черный визуально, мы можем, наслаивая, добиться какой-то глубины нужной нам. Не говорим, да, уже сейчас о чистоте цвета, мы говорим просто о глубине тона. То если речь идет о каких-то ярких цветах, например, если вам нужно добиться яркого красного или там звонкого зеленого, то в таком случае этот трюк не прокатит, потому что каждый раз, когда вы будете наслаивать этот цвет, вы просто будете делать его более мылким, более плотным, и, соответственно, он будет каждый раз терять свою насыщенность и интенсивность. И именно для того, чтобы цвет сохранился максимально интенсивным, таким, каким вы его видите на палитре, видите его сырым глазами, очень важно работать смело и работать сразу в один слой, максимум в два, для того, чтобы цвет не терял свою насыщенность. Поэтому здесь очень важно отбросить вообще любые страхи, работать смелыми цветами и работать сразу глубоким по тону цветом. То есть если вам нужен глубокий зеленый, то вы должны предварительно на палитре намешать его настолько глубоким, чтобы с расчетом на то, что он будет съеден немножко бумагой, плюс он еще и потускнеет, когда высохнет, чтобы он при всех этих расчетах все равно оставался глубоким. Конечно, новичку от недостатка практики добиться вот этого попадания сразу в цвет очень сложно. Это уже требует практики, требует набивания руки, поэтому очень часто эта проблема преследует всех начинающих и часто продолжающих художников. У меня бывает ситуация, когда я тоже не могу сразу попасть в нужный мне цвет, поскольку бывают моменты, когда пигмент в сочетании с другими ведет себя как-то непредсказуемо или на общем фоне остальных каких-то цветов начинает терять свою интенсивность, и в этих ситуациях, конечно, я тоже ничего не могу поделать, вынуждена наслаивать, но сейчас я стараюсь этого вообще практически не делать. И черных это тоже касается. Да, как я уже сказала, черными можно просто наслаивать несколько раз, да, там, пока мы не получим нужную глубину тона, но гораздо более глубокий и бархатный, и красивый цвет, именно черный, да, получается у нас тогда, когда мы работаем в один слой. Где такие цвета вообще используются? Ну, это в основном, конечно, тени, и это может быть какой-то глубокий фон. Если вы, допустим, хотите сделать акцент на портрете, то вы делаете его в более насыщенных светлых оттенках, и фон убираете
на дальний план, просто погружая его в темный цвет. Это такой самый простой способ, да, выделить фокусную часть на листе, то есть фокусным в данном случае будет являться портрет, для того, чтобы глаз именно выделял портрет и не обращал внимания на фон. Вот. Ну и плюс я очень люблю, в принципе, более контрастные портреты. Если вы работаете в таких мягких, полупрозрачных техниках, такая у вас летающая вся воздушная акварель, то вам и вообще не нужны будут эти цвета в палитре. Добиться в среднем тоне нужной глубины достаточно и какими-то ультрамаринами, там, фиолетовыми, зелеными, глубокими, там, может быть, коричневыми, рыжими. То есть, в принципе, можно обойтись совсем без каких-то вот таких экстра темных цветов и добиться нужной глубины тона. Тут, конечно, зависит от того, какой у вас баланс в работе и сколько у вас, в принципе, темных или слишком интенсивных цветов, потому что если у вас весь портрет такой полупрозрачный, все такое светящееся, легкое, да, много воздуха в акварели, и тут вдруг внезапно пойдет глубокая контрастная, почти черная тень, то это будет, ну, несколько неуместно. Тень, естественно, будет смотреться как вырезанная дырка, и таким образом она просто испортит вам работу. Поэтому, конечно, в первую очередь баланс. Не нужно делать резкие контрастные тени, если ваша работа не предполагает этого. То есть у вас должна быть градация по тону, у вас должен быть светлый тон, средний тон и темный. Если вы все проработали на светлых тонах, и тут резко на несколько тонов темнее тень, то у вас будет провал в средних тонах, и, соответственно, ваша картинка не будет выглядеть сбалансированно. Поэтому нужно понимать, какую тональность вы берете в своих работах. Все акварелисты очень разные, все техники очень разные. Поэтому, конечно, смотрите, прищуривайтесь. Это самый простой способ. Вы можете прищуриться и понять, сколько у вас светлых тонов в работе, да, полусветлых, средних, полусредних, темных, полутемных, и уже тогда понять, какой глубины тон вам нужен. То есть, может быть, вам вообще не понадобится так сильно опускать по тону вашу тень. Но если вы работаете в более контрастных техниках, да, и вам нравятся такие более броские, более насыщенные работы в акварели, то определенно, может быть, эти замесы вам помогут, и мои какие-то цвета могут перекочевать в вашу палитру и как-то ее изменить. На самом деле черных у меня не так уж и много, ну, псевдо-черных, да, потому что не все они при высыхании дают вот ту самую глубокую бархатную тень в один слой. Многие из даже существующих готовых черных и серых, например, в Дэниел Смит очень много готовых серых, они красивые и как бы черные, когда ты их наносишь, но при высыхании, даже в самом плотном слое, они все равно проваливаются и становятся все-таки истинно более серыми, чем черными. Поэтому в моей палитре черных не так уж и много цветов, которыми я работаю. Давайте покажу вам, какие это цвета. Может, вас, конечно, удивит, многие из этих цветов вообще не являются черными по факту, то есть у них нет в составе пигмента черного, то есть ПБК. В основном это всегда либо бордовые, либо фиолетовые, либо сине-зеленые оттенки. Тут еще есть такой момент, как понять, что цвет может имитировать черный. Он должен на выкраске или в кюветке, или в тюбике, вот когда вы его откручиваете и прищуриваетесь глазами, он должен выглядеть как черная дырочка. То есть, ну, конечно, странное описание. То есть, вот я смотрю на этот цвет, он очень плотный сам по себе, видите? И если я прищурюсь, то в контрасте с белым листом он явно выглядит как черный. То есть, тут, опять же, вот этот метод прищуривания визуального анализа очень хорошая штука, рабочая. Вот. И кюветки с такими цветами тоже, как правило, сразу выглядят как черный. То есть, если я посмотрю на свою палитру, да, мы видим, что вот эти явно никогда не будут черными. А вот, допустим, вот эти оттенки, они могут имитировать черные цвета, потому что когда они в плотном слое, да, высыхают, они глазом выглядят как черные. Но не все из них, опять же, красиво себя ведут в работе. Итак, первый цвет — это бордо от Шинхан. Это самая бюджетная линейка акварели в моем арсенале. Номер 425. Такой классический бордовый цвет, PRED 63, однопигментный. Видите, в плотном слое он очень-очень глубокий. И в растяжке это такой красивый, холодный бордово-розовый оттенок.
Что касается бордовых, их я не использую самостоятельно, как черные, но они очень хорошо опускают по тону любые другие цвета, которые вы используете, и с некоторыми в сочетаниях выступают как глубокие серые, что в принципе и является подходящим черным в акварельной живописи в принципе, потому что акварель, как я уже сказала, да, она все-таки чуть более такая прозрачная и чуть более изящная и менее контрастная, чем, например, любые пастозные материалы. Поэтому в нашем случае глубокий серый по тону, да, повторюсь опять же, это уже хорошо. Иногда не нужно прям, чтобы черный был как черный. Перманентный краплак от Рембрандт, это вообще самая-самая популярная у меня бордовая краска, тоже очень глубокая в плотном слое. Я ее безумно люблю использовать в тенях самостоятельно, люблю использовать в растяжках, и покажу потом, с чем я мешаю. В принципе, все бордовые мешаю по одной примерно схеме. И в конце я вам, конечно же, покажу все эти замесы, чтобы вы понимали, почему вдруг бордовый становится для меня черным. И почему их нет в остальных видео из данной серии, например, в розовых или в фиолетовых. Дальше, перелен марун, это бордовый перелен, соответственно, P-Red 179, это у нас Миджела, тоже однопигментная краска, полу укрывистая. Они, в принципе, все перелены, все бензимидазолы, они либо прозрачные, либо полуукрывистые, то есть они редко бывают прям такими плотными. Очень красивый кровяной цвет. Как вы видите, тоже потрясающие глубокие в плотном слое. И покажу вот здесь, давайте сниму немножко в растяжку, чтобы показать. И такой теплый кровяной в растяжке. На губах часто его использую. Если не в тенях, то в чистом виде тоже он у меня бывает присутствует. Тут, например, складки губ, какие-то, да, уголки. Самый-самый такой темный. В некоторых участках на слизистой иногда уместно, когда вот именно нужен такой оттенок красного. Вообще люблю им заменять классический красный тоже очень часто. В среднем тоне он вполне выглядит как классический красный, без вот этого холодного розового подтона, который очень часто присутствует во многих чистых красных пигментах. Дальше. Нафтамид марун, это бензимидазолон фиолетовый, бордовый, точнее, извиняюсь. P-Red 171, тот же самый, по-моему, пигмент, да, у нас, да, P-Red 179 там был. P-Red 171, это Дэниел Смит, одна из новеньких у меня, но в целом она сразу ко мне пришла как родная, потому что у меня много похожих цветов в палитре, и как-то вот так быстренько я его вписала. Это тоже очень-очень красивый глубокий бордовый оттенок, он уже более, конечно, холодный. Для меня, если честно, он немножко даже уходит в коричневый. Может быть, это странно прозвучит, на камере вряд ли это будет прям так заметно. Но вот в сочетании с коричневыми он как-то особенно прям тоже красиво себя проявляет. И сразу видно вот этот его какой-то подтон. То есть он и не холодный розовый, он больше какой-то вот такой нюдовый, пыльный, сливовый, слегка с коричневым нюансом. Я бы так это назвала. Дальше, перелен Вайлет, тоже Дэниел Смит, P Violet 29, это уже более фиолетовый оттенок, ну, по крайней мере, пигмент фиолетового ряда. Очень-очень красивый, плотный бордовый цвет, уходящий такой уже в баклажановый. Похож немножко на предыдущий, только предыдущий у нас семейство красных и, соответственно, в подтоне более, вот как я сказала, красно-коричневый, да, какой-то, такой смаувый оттенок, а этот уже все-таки ближе к фиолетовому, красно-фиолетовому. Дальше Bloodstone от Daniel Smith, линейка Primatec, это краска из натурального камня, это красочка с грануляцией, она тоже относится, по сути дела, к линейке фиолетовых, но по факту это практически серый цвет с легким фиолетовым отливом. Сейчас я вам его покажу. То есть сначала это кажется плотный, практически черный, черно-серый. Но когда он высыхает и гранулирует, немного начинает отдавать тем самым фиолетовым, таким бордовым нюансом.
даже может быть розоватый немножко. То есть это очень-очень красивый гранулирующий, темно-темно-серый, уходящий немножко в фиолет или в розовинку в подтоне. Дальше индиго. У меня ван гоговский, PB15, PBK6. То есть здесь уже в составе есть черный, но это в любом случае лучше, чем просто PBK6. И как всегда, я не могу его открыть. Очень глубокий темный синий цвет. Не знаю, был ли он у меня в синих, но не могла его не включить сюда, потому что он в составе с черный и, естественно, в плотном слое выглядит как очень-очень глубокий черный. В растяжке это такой красивый синий, теплый синий цвет. Перелен Green — это как раз-таки черный пигмент PBK 31 Дэниел Смит, но за редким исключением вообще не выглядит как черный. В плотном слое, естественно, он выглядит, опять же, максимально насыщенным черным, но в растяжке это невероятно красивый зеленый цвет, цвет натуральной зеленой тени. То есть, конечно, когда мы рисуем какую-то листву или что-то ботаническое, то в тенях там всевозможные оттенки, кроме зеленого, темного, да, то есть могут быть и фиолетовые, и синие, и рыжие и так далее. Но все-таки, если мы говорим про вот зеленый в тенях, которые мы воспринимаем глазами, да, в жизни, то это вот такой цвет. И ему нет альтернативы. То есть даже если я там мешаю всевозможные фталы с черными, пытаюсь их загасить каким-то серым, все равно это другой цвет всегда получается на выходе. Поэтому если заинтересованы именно вот в этом оттенке, то это только Перелен Green. Я мешала миллион раз. Да, можно намешать что-то близкое или похожее, но почему-то вот даже когда цвет высыхает, он все равно другой. Поэтому готовых вариантов других больше нет. К тому же это однопигментная краска, это всегда лучше, чем намешать 3-4 цвета, да, чтобы получить нечто похожее. Идем дальше. Индиго, который вообще практически не относится по внешнему виду ни к одному индиго, это индиго от Mijela, номер 546, трехпигментная краска, но я, если честно, ее почему-то очень люблю. Она безумно глубокая, и из всех вообще черных, которые у меня есть, ну именно составных черных, да, здесь есть в составе черный, мне кажется, она самая насыщенная, даже когда высыхает. То есть по факту это просто экстра черная краска. Я не знаю, темнее ее, по-моему, не существует. В растяжке дает такой красивый зеленоватый оттенок. Ой, сильно я ее растянула, но ничего страшного. И я очень часто люблю ее использовать прям вот так вот, в таком виде, в каком она есть, на глубоких фонах. Следующий цвет, который появился у меня в фаворитах, сразу как только я его попробовала, это Spinel Grey PBK 26. Это очень-очень красивая, глубокая черная краска с невероятно тонким таким стальным подтоном, уходящая в голубоватый сизый, как будто бы его разбавили белилами. Мне кажется, сам по себе этот цвет прям очень благородный, немножко графитовый такой по внешнему виду. Дальше. Оксид Black у меня есть как и Рембрандт, так и Ван Гоговский. Это PBK 11, тоже уже видите, черная прям краска. Она гораздо более теплая уже в сравнении. Очень сильно гранулирующая краска, и в растяжке она уходит в серо-желтый оттенок. Надо отметить то, что Spinel Grey и Оксид Black я чаще всего использую именно в замесах, потому что это чистые черные пигменты, и иногда они опять же делают визуально такие провалы в работе по причинам, которые я озвучила в самом начале видео. Их лучше все-таки с чем-то мешать. Дальше. Тинт нейтральный от Mijela, PB27, PBK7, PRED 122. Очень такой интересный состав. Тут синяя, красная и черная. Тоже очень красивый черный оттенок.
холодный в подтоне, прям выраженно холодный. Ну, понятно, синий с красным у нас как раз дает вот этот холод фиолетового плана. В данном случае, наверное, синего больше в растяжке, если мы посмотрим. И он уже гораздо более плотный, более укрывистый. Тоже самостоятельно его, в принципе, можно использовать. Но очень аккуратно я стараюсь использовать только средний тон этой краски, потому что в самом плотном слое, в самом густом, он выглядит немножечко мыльно. Тинт нейтральный от Рембрандт. Тоже очень люблю эту краску. Она двусоставная. ПБК6, ПВЛ19. Рембрандт сделали махинацию чуть более мудро. Вместо того, чтобы мешать два цвета в фиолетовый, они просто сразу добавили фиолетовый. По факту они очень-очень сильно похожи. Тинт нейтральный от Рембрандта чуть более лиловый в подтоне, чуть более такой розоватый, я бы сказала, если сравнивать с тинтом нейтральным от Миджела. Ну и завершаю все наши черные вот такой потрясающей красивой краской, про которую вы все, наверное, уже миллион раз слышали. Это Moonglow от Daniel Smith. Это тоже многосоставная краска. Здесь у нас Viridian, натуральный PG18, ультрамарин голубой, PB29 и антраквинот Red, PRED 177. Я люблю, кстати, антраквинот самостоятельно. И она очень красиво гранулирует. Во-первых, за счет Viridian, который, если он не имитация, он дает вот такую красивую грануляцию. Ультрамарин сам тоже гранулирует. И оба они дают потрясающе красивый осадок. Сейчас я вам покажу. Поставила ее в самый конец, вообще не хотела включать в это видео, потому что, если честно, для меня эта краска немножко баловство, потому что в плотном слое она слишком мылкая, и когда она высыхает, она приобретает такой серо-синий, точнее серо-фиолетовый, сизый тоже такой оттенок, немножко глухой. И всю ее красоту видно только в растяжке с большим количеством воды, а это немножко противоречит правилу нашей глубокой тени, когда я вам говорила о том, что глубину тени лучше получать сразу в один слой, не наслаивая. То есть если мы добавляем большое количество воды для того, чтобы показать всю красоту гранулирующей краски, то мы, соответственно, теряем в тех участках, где у нас появляется грануляция, теряем плотность цвета и, соответственно, теряем тон. Поэтому я ее не использую, как правило, в тенях, использую в скетчах на фоне. Очень редко, когда у меня, знаете, получилась не очень интересная картинка. Вот такие цвета, они, конечно, могут сразу спасти ситуацию. Но и тоже крест на ней не буду ставить. Есть ситуация, где она может быть уместна и в тенях, в равномерном нанесении, да, если мы не даем краски с грануляцией большое количество воды, то она и не распадается в равномерном нанесении. Это очень красивый серо-голубой оттенок, но у того же Дэниела есть готовый серо-голубой оттенок, например, Alvaro Fresco Grey. Я не стала серии включать в это видео, потому что их я вообще в этом ключе не использую. Они тоже у меня часто больше в декоративных целях или на фонах. В тенях у меня их нет из-за того, что они часто дают вот эту глухость ненужную. В целом, может она быть уместна в каких-то не самых глубоких участках теней, да, может быть в средних тонах. Или если вы уже свою тень выстроили, она уже довольно глубокая по тону, но она имеет немножечко неоднородную структуру, да, допустим, там какие-то объемы уже внутри самой тени. И вот тогда можно использовать вот такую гранулирующую краску или любую другую интересную темную гранулирующую краску. Она как бы за счет того, что вы можете поставить пару пятен воды, в этих участках она, соответственно, чуть больше покажет бумагу и, соответственно, будет менее однородной и создаст иллюзию того, что в глубине тени что-то еще есть, то есть есть какие-то объемы. Вот в таких целях тоже может быть уместно. Ну, к примеру, допустим, тень от носа, именно падающая тень, не собственная. Падающие тени, если она идет по носогубной складке, да, то носогубная складка у нас такая более полукруглая, если уж ее приравнивать к простым фигурам, то вот в этих участках вполне может быть уместно где-то в центре сделать пару ударов воды,
и, соответственно, создаст иллюзию какой-то структуры в глубине тени. Ну, то есть этот цвет, конечно, на усмотрение, но очень красивый, тут не поспоришь. Ну и финально покажу, с чем же я мешаю эти цвета. Что касается тинтов нейтральных, то их я, как правило, добавляю как непосредственно нейтрализатор в какие-то оттенки. То есть в целом они уже готовы для самостоятельного использования. И их иногда бывает достаточно совсем-совсем немножко, прям капельку. То есть они у меня как бы замена классическому черному. То же самое касается Spinel Grey. Примерно по такому же принципу с ним работаю. Что касается Oxide Black, им я, опять же, так же, как и Moonglow, не прорабатываю какие-то очень глубокие тени, потому что он, в отличие от Moonglow, гранулирует, даже если воды недостаточно. Он все равно выпадает вот этот осадок, и иногда это выглядит красиво, но иногда это также может выглядеть неоднородно, поэтому его я, как правило, использую на фонах или, опять же, в тенях, в которых в глубине есть еще какие-то изменения формы. Все остальные оттенки, которые не выглядят у нас как чисто черные, да, все, что касается бордовых, зеленых, использую в замесах, как правило, 50/50 с другими цветами. Мой вообще самый-самый-самый большой фаворит — это Perylene Maroon в замесах со всеми возможными зелеными и синими. Сейчас покажу. Из-за того, что у него очень выраженный красный подтон, он прекрасно мешается с зелеными. Можно прям с вталом мешать его. Или также можно мешать, например, очень люблю с индантреновым синим. Кстати, индантреновый синий тоже часто использую как самостоятельный цвет, замена черному, но гораздо чаще использую вот в таком сочетании, поэтому не стала его выводить как в отдельный оттенок. Вот такую получаем мы историю. Это очень красивый глубокий баклажановый цвет. Просто удовольствие им работать, невероятно красивый. И вот покажу вам, вот он в растяжке. Вот такой дает оттенок. Дальше. Мое также одно из самых любимых сочетаний, когда мне нужна грануляция, но такая контролируемая. Потому что здесь Bloodstone довольно плотный сам по себе, и грануляция его, вот как в оксиде, например, не разбивает. То есть сам пигмент остается на месте. Не знаю, доступно ли я объясняю этот процесс, потому что это все-таки более физическое явление, и все-таки на практике лучше видно, чем когда ты пытаешься это словами объяснить. Очень люблю вот этот Bloodstone уводить в коричневые или в фиолетовые. Ну, допустим, в сочетании с коричневым, ну, вы понимаете, что он просто даст темно-коричневый цвет, но тоже очень люблю именно это сочетание. Часто использую его в каких-то тенях, где вроде бы тень выглядит как коричневая, но мне не хочется ее писать локальным коричневым цветом. Я часто люблю добавить либо Bloodstone, либо Oxide Black. Ну, то есть здесь уже мы говорим о каких-то не экстра контрастных тенях, да, а более мягких и спокойных. Вот. Также он очень-очень красиво ведет себя с фиолетовыми, просто не могу не показать. Из-за того, что у него уже в подтоне есть розовый, он очень гармонично сочетается со всеми, соответственно, розовыми и фиолетовыми. Кстати, то же самое касается готовых серых, которые я не включила в это видео. То есть, если вы какие-то видите готовые серые, они, как правило, составные из 2 или 3 пигментов, то смотрите на их подтон. Если в названии указано, что это, допустим, теплый серый, то значит он хорошо будет мешаться с теплыми. Если холодный серый, то с холодными. Старайтесь не как бы перевирать природу этого цвета. То есть если он уходит в тепло, не стоит его мешать с холодными оттенками. И наоборот. Вот с фиолетовыми
Это просто невероятно красивейший цвет. В чем фишка, да, почему нельзя просто черный смешать с фиолетовым? Из-за вот этого подтона, если мы дадим распасться этому замесу, то он, конечно, не сымитирует уже никакую просто черную с фиолетовым. Это совсем другая история. Очень-очень красиво. И цвет самой заливки получается не таким однородным, как просто черный с фиолетовым. У меня это самый обычный фиолетовый, однопигментный, PV 23. Покажу вам также на примере индиго. Индиго очень красиво мешается с коричнево-красными по типу устойчивого коричневого, перманент браун, который 25, однопигментная краска. Потрясающе тоже красивый получается цвет. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, мы берем перманент браун. Видите, в плотном слое это очень-очень красивый темный баклажановый оттенок. И в растяжке он вот такой красивый бордово-коричневый цвет. И очень мне нравится сочетание вот этого индиго миджела или вот перелена. В принципе, я либо тот, либо другой использую. Они на самом деле, конечно, очень разные, но из-за того, что у того и другого зеленый подтон, для меня они как бы взаимозаменяемые. То есть вот этот перелен. Вообще перелен я люблю использовать просто в чистом виде, в зеленых тенях. Безумно красивый, не требует особо никаких замесов. И может, конечно, это прозвучать довольно странно, но я люблю его мешать именно с красно-розовыми, типа Майя Ред, какой-нибудь вишневый. Ну, либо просто смешайте красный и розовый, что-то типа такого. Сейчас я вам покажу, какой цвет красивый получается. Опять же, мы говорим про плотный слой, то есть не нужно бояться и делать 100 слоев в попытках передать глубину. Если вам нужен глубокий цвет тени, старайтесь быть смелее, работать в один слой. У меня вот тут не помещается уже, я вот здесь покажу. То есть это уже более сливовая такая тема. Тоже невероятно красивый в растяжке. Ну и, соответственно, больше перелена. Это будет более серый цвет. Я растягиваю для того, чтобы вы понимали подтон, чтобы на камере было хорошо видно. Но мы говорим про использование именно самых-самых плотных вот этих участков. То есть, по сути дела, мы соединяем две краски, близкие по тону изначально. Исключение, да, может составить последняя комбинация, потому что здесь розовая не выглядит, конечно, как черный в самом плотном слое. Даже тот же фталоциан зеленый в самом плотном слое, он очень-очень глубокий. Поэтому в целом можно рассматривать его как практически черный. То есть если вы хотите красивый черный цвет, соединяйте, мешайте оттенки между собой, близкие по тону. То есть если вы мешаете с разных рядов один светлый, другой у вас очень темный, естественно, вы не получите черный, даже если вам в замесе кажется, что цвет выглядит черным. Скорее всего, он просто даст вам грязь. Вот. Это, в принципе, основной такой прием, который я использую. Ну и, как вы видите, здесь везде, конечно, действуют законы колористики, потому что красные у нас являются комплементарными к зеленым, поэтому они очень хорошо дают нейтральные красивые оттенки. Посмотрите на свою палитру, повымешивайте и учитесь сразу писать глубокие тени в один, максимум в 2 слоя, для того, чтобы они сохраняли свою насыщенность, но при этом были очень бархатными и не создавали иллюзию каких-то вырезанных участков в работе. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Этим видео также, повторюсь, мы завершаем нашу серию по моим самым необходимым цветам для портрета. Есть цвета, которые не попали ни в одну из частей данной серии, поскольку они не являются какими-то универсальными или интересными для меня, либо просто использую их редко. Я думаю, вы можете найти аналогию сочетаний цветов и сами цвета
во всех вообще возможно существующих марках. Может быть, исключения будут составлять различные перелены и бензимидозолоны, потому что часто в студенческих марках просто отсутствуют эти пигменты, поскольку они являются уже более дорогими, и поэтому они не могут быть включены в студенческие линейки. Но в целом, я думаю, логика должна быть понятна, и я надеюсь, что вы найдете ей применение, будете использовать ее в своих работах. Всем красивых, удачных, контрастных или не контрастных акварелей. Большое спасибо, что досмотрели до конца, и пока!